Feliz Natal, Feliz Naval, Feliz Navidad, Happy New Year, с Новым годом, 1 января, 11 утра. Я в абсолютно пустом номере, где нет уже никаких вещей. Потому что что? Потому что Новый год, новые путешествия, как говорят. Из наличия недосушенный купальник со вчерашней ночи, который сейчас планируется сушить в автомобиле, я решила прям жестко, спонтанно, платье тоже не досушилось. А это я ходила в баню перед Новым годом. Короче, я решила спонтанно вам записать сегодня видео и рассказать, как вообще прошла эта ночь, несмотря на мой голос. Это просто было что-то с чем-то, это просто невероятное. Поэтому вместе со мной я вам предлагаю отправиться в следующее путешествие. Кстати, покажу вам. Был вот такой вот вид из окна, вот такой вот рум-тур уже из уезжающего номера. Пожалуйста, вид на Рио. И сейчас мы резко переместимся в машину, и я начну свой сказ о том, как прошла моя встреча 2026 года. Вот и я. Вот и там все вещи, что-то сушится, что-то лежит. Вот тут вам будет вид прекрасный в дороге. Просто пока у меня вот так вот бушуют эмоции, я прям жестко хочу рассказать все подробности вчерашнего вечера, потому что это правда было что-то с чем-то. Я испытала, ну, наверное, не весь спектр эмоций, но прям он был настолько широкий и настолько объемный, что мне кажется, моментами я прям задыхалась от того, что я, в принципе, чувствую. Короче, с чего все началось? В городе есть несколько точек, где происходят тусовки. Там разные диджей-сеты, какие-то выступления и так далее. Их по городу 13 штук. Но главная и основная, это на самом главном пляже. Пляж Раз, два, три, погнали. Пляж Копакабана. И там собирается очень много людей. Чат ГПТ мне вчера ночью сказал, что каждый год там собирается 2,6 миллиона человек на одном пляже. Представляете, это один пляж. Значит, туда было принято решение поехать в полночь. Соответственно, я праздновала Новый год 3 раза. По времени своего родного города, по времени московскому и по местному времени. Блин, если вам очень сильно не нравится мой голос, пожалуйста, не ставьте дизлайк. Я очень стараюсь, реально. Немного потерпите. Или поставьте на X2, он должен быть по ускорению получше. Ну так вот. И, в общем, встретив первый раз, встретив второй раз, перед третьим разом было принято решение, как бы все, начать вызывать такси и двигаться в сторону места действия всех событий. И тут-то начинается первая загвоздка, потому что, оказывается, дороги-то перекрыты по городу. Из-за такого огромного количества людей такси не вызывается. Не то, что как бы нет машин, машины есть, их много, но они ездят на определенные расстояния по определенным адресам. То есть до пляжа добраться на машине просто супер сложно. И поэтому все, что касается Uber, блин, мы заехали в какую-то прям пещеру первобытных людей. Надеюсь, это не сильно отразится на качестве видео и вашем настроении. Но я не могу остановиться, поймите меня прям. Ну, короче, вот. И, в общем, мы пытались вызвать сначала какое-то время машину. Осознав, что машины нет, было принято решение пойти на метро. Придя на станцию метро, здесь у меня, конечно, был первый шок, потому что я заранее прочитала, какие есть в городе традиции, и одна из главных — это то, что все одеваются в белый цвет, в одежду белого цвета. И, подойдя к станции метро, все люди были в белом. Это было настолько необычно, то есть было очень много людей, и все они в ярко-белыми, так как тут большинство темнокожих людей. Это такой контраст, это так красиво смотрится. И по итогу, придя в метро, зайдя в метро, да, оказывается, что нельзя платить по карте, нельзя купить билет, потому что проезд нужно было оплатить заранее. Метро в новогоднюю ночь работает по заранее купленным билетам. Билеты продаются по слотам. Внимание, временным слотам.
до 24 декабря в кассах была возможность прийти и купить себе временной слот, во сколько вы едете вперед и во сколько вы едете обратно. Условно, да, и там утрируем 100 штук в наличии, 100 человек могут проехать на метро. Для того, чтобы не создавалось давки, не создавалось большого какого-то столпотворения, эта история ограниченная. Если вы в кассах не купили, у вас есть всегда возможность купить онлайн. Онлайн на сайте через приложение, но, соответственно, тоже заранее. По факту в 21:00 вы купить не можете уже абсолютно ничего. Стоят какие-то, конечно, перепродажники, что-то говорят про слово билет, но это, мне кажется, очень сильно рискованная история, и когда ты не знаешь язык, это осуществить очень сложно. Так как мы жили в историческом центре, до пляжа достаточно много было идти. По картам, по навигатору было порядка 7 километров. Это плюс-минус 2 часа, но из-за того, что во всех чатах было написано в новогоднюю ночь вообще все оставить у себя дома, потому что или у вас заберут из кармана, пока вы будете в толпе, или у вас заберут силой, пока вы будете без толпы в темноте все ваши личные вещи. Идти по ночному Рио, супер опасному и супер бандитскому не Петербургу, как будто бы немножко сыкливо. Но выбора не было, как вы понимаете. И поэтому мы приняли решение двигаться пешком. И, в общем, мы шли, и тут приезжал какой-то таксист. Мы его просто решили поймать, чтобы до какого-то хотя бы места доехать. Боже, я такие невероятно красивые виды проезжаю, вы не представляете, ребята. Останавливаем мы этого автомобилиста, говорим ему Капакабана, он говорит, супер, погнали, показывает определенный прайс, 100 реал. Это уже как бы x3 от стандартной цены. Но вариантов нет, окей, садимся. В общем, едем мы очень долго, потому что в определенный момент мы встаем в пробку. Где-то на середине пути начинается пробка, и дальше мы едем просто скоростью 10 км в час. Водитель, кстати, был супер прикольный, он ел из контейнера свою еду, читал рэп по дороге, как бы это просто нас не существует, он празднует свою лучшую жизнь. Это, конечно, было прикольно. И в центре, когда мы подъезжали, уже появлялось очень много людей в белом, все шли с огромными термосами, сумками, в которых были напитки. Наш водитель ехал просто по всем объездным. Мы там через какую-то чуть ли не парковку в торговом центре, какие-то заезды, переезды. Короче, ехали мы супер долго. Порядка часа мы ехали вот эти 8 километров. И приезжая, как бы собираясь выходить, водитель показывает на таксометр и говорит, что цена-то еще увеличилась. Теперь она в 1,5 раза от указанной стоимости. Невероятный сюрприз, конечно, был, нас ожидал. Но вариантов уже не было, мы были на месте, мы приехали на этот пляж, попытались, там был вход, мы вроде в один сунулись, нам говорят, здесь уже нет входа, в другой сунулись, здесь уже нет входа, короче, вот так вот все нас посылали, типа, направо-налево, идите, в итоге дошли мы до места, где можно было войти на берег, и тут начинается самое жесткое, потому что, сначала у меня, конечно, были ассоциации с Днем молодежи, вот это вот, знаете, когда все пьяные, все орут, и на сцене кто-то выступает. Во-первых, для меня это ноунейм, это абсолютно какая-то неизвестная история, неизвестные песни, но все вокруг орут на каждый хит, как будто, я не знаю, не лето выходит какое-то, типа там вообще разрыв аорты происходит. И тут, как бы я такая, я на пляже, нужно видеть воду. Идем к воде. И потому что одна из традиций после полуночи, все, когда одеты в белом, прыгать через волны. И я такая, так до волн тогда идти нужно, да? И поэтому мы начинаем идти сквозь эту толпу. Ребята, это жесть. Наверное, это первый раз в жизни, когда у меня вот прям паничка на грани была. Вот прям вот у меня никогда, слава богу, не было никаких таких историй. Я желаю всем здоровья, психологического, душевного равновесия, но вот в этот момент, вот, наверное, все вот эти атаки, которые описывают, я на секунду стала чувствовать, потому что я осознала, что в данную минуту я в толпе, а она настолько плотная, ребята, там прям вот так вот нужно пролазить. И где-то в середине толпы я поняла, что обратно я вернуться уже не могу. То есть как бы идти дофига часов. Вправо-влево это необъятные километры. Это просто, это невероятное количество, сколько идти. А вперед до моря, как бы фиг знает, когда оно там начнется и сколько закончится. И как бы дальше море. То есть, а что дальше море?
И здесь я как начала себе нагонять какую-то вот эту историю, у меня начинает жестко, прям, ну, вы же понимаете, это жара еще, это очень душно, это все пьяные, а я очень сильно чувствительна на запахи, и помимо того, что везде воняет этой шмалью, алкоголем, непонятно чем, этот запах каждого человека просто перемешивается. Моя нервная система, не знаю, в этот момент хотела дать сбой, но я вроде как-то себя резко перенастроила. Я пару моментов, кстати, я упала на одну пожилую пару, женщина с мужчиной, они просто стояли, и я не знаю, как это произошло, но я жестко начала валиться, и просто там, ну, они на стульях были, очень многие люди просто плед раскладывают и как бы лежат, сидят, там что-то приносят, и, короче, вот они с этих стульев, я на эти стулья, там, короче, какая-то давка, ну, в общем, вот, пару раз в толпе я, конечно, попсиховала, потому что я пыталась держать себя в руках, но это жутко не получалось, ну, и, короче, с горем пополам оказались мы у воды, и здесь следующая загвоздка. Вчера в городе было штормовое предупреждение. Волны высотой, там, я не знаю, 5 метров. Без преувеличения, ребята. Это очень огромные волны. Я никогда в жизни не видела таких огромных волн. Соответственно, прыгать как бы вроде бы как под запретом. По берегу ходят спасатели, которые с свистками орут на тех, кто залазит в воду. Они прям, ну, агрессивно орут. Они не просто там предупреждают, что нельзя заходить, а там вот, ну, типа, чувак зашел, ему пару раз свистнули, он не услышал, он выходит, и прям спасатель, ну, жестко, агрессивно к нему подходит. Беги, девочка, беги! Вейпи, сгара, вейпи. Чисто чей-то тапки сильно поднимают. Ну, в общем, следили за этим очень сильно. И вдоль линии еще ездили спасатели на гидроциклах, сверху летал вертолет. Было прям, что касается безопасности, очень много всего сделано. Увидев воду, я, конечно, немножко вздохнула, потому что это все равно был какой-то простор для моего обзора, и моему глазу стало легче. И здесь я поняла, что как бы нужно пойти вдоль всего пляжа, прогуляться. И посмотрев на эти волны, поняв, что купаться сегодня, наверное, вряд ли получится, было принято решение пойти вдоль пляжа. Я не знаю, сколько было сделано шагов в сторону центра, потому что я думала, что как-то, ну, не знаю, там салют вот, ну, будет в самом центре отмерено, тут 30 километров, вот тут будет где-то салют примерно. Я хотела находиться там. И просто вдоль берега, не знаю, реально пару метров, и я вижу драку. То есть, ну, я, в принципе, очень некомфортно себя чувствую в каких-то таких ситуациях, но здесь я увидела настолько агрессивные удары людей, что вот как бы это не просто... Я не спец в драках, ударах и так далее, но я понимаю, что когда там человек может один раз ударить, чтобы просто как бы осадить другого и успокоиться, отвернуться дальше. А здесь была история, когда, ну, прям люди как будто хотели убить человека, и мне это стало так страшно. И причем в моменте я понимаю, что дерутся уже не двое людей, дерутся очень много людей, и вся вот эта толпа, то есть как бы здесь происходит какой-то пик вокруг, она начинает двигаться, то есть как бы, ну, от каждого человека. Но суть в том, что... Мы помним, да, бэкграунд о том, что я осознала, что я отсюда никуда быстро не смогу убежать, что я нахожусь в толпе, и это страшно. И вот в этой давке, когда толпа начинает двигаться, то есть, да, там парни туда какие-то, девочки обратно, а от каждого отлетающего человека вот это вот все начинает бежать. И в момент я понимаю, что, скорее всего, даже я уже создала эту давку, потому что я просто ломанулась вдоль, даже не вдоль берега, потому что волны были типа очень жесткие в этот момент. Я побежала прям в саму толпу, просто ломя, толкая всех, потому что мне было очень страшно в этот момент. Я осознала там все вот эти случаи, когда люди реально умирают в давках, а здесь, вы понимаете, 3 миллиона человек с плотностью, я не знаю, 20 людей на квадратный метр. И здесь начинается еще и драка с большими какими-то агрессиями, а с другой стороны мы помним волны, это цунами невероятное, которое просто уносит. И я в момент прям, ну,
было очень сложно, реально. Я приняла решение, что я не пойду в центр. Мне вселенная запретила идти в этот центр. Ребята, это просто жесть. Я не знаю, куда деться, я не знаю, куда побежать, со всех сторон угрозы. Господи, помилуй, Пресвятая Дева Мария, спаси, сохрани меня, пожалуйста. Я обещаю пожить этой ночью всем, кто меня знает, пожалуйста. Извините, что я подвергла себя такой опасности. Пока что мы живы. Но это пока что. Ну и, короче, все. Я говорю, нужно идти в сторону дома уже. Но до Нового года там оставалось буквально полчаса еще где-то. И, в общем, все, короче, было принято решение стоять на этом месте. Это был не край, это был, ну, там, не знаю, третья четверть где-то. Ну, короче, просто вот на пляже. И далее мы просто там стояли, смотрели за людьми, что-то происходило, все фотографировались с волнами. Я представляла о том, что, наверное, когда нет предупреждения, когда нет таких волн, это выглядело бы вообще иначе. Это бы очень много людей купалось, это была бы абсолютно другая атмосфера. Но вот начинается полночь. На сцене, кстати, все это время, да, там миллион сцен, музыка, какие-то люди выступают, везде экраны, полная луна была, ну почти полная, я придумала, что она до конца полная себе, но она так, очень яркая была, это факт, и начинается на экранах отсчет от 10 до 0 на Новый год, все начинают одновременно, эти люди, кричать, и тут начинается просто невероятное. Я думала, после вот, побывав 5 лет на Алых Парусах, мне казалось, что фейерверками меня реально не удивить. Ну, это было настолько близко, сам факт, что это фейерверк из океана, прямо перед тобой, и он не был в каком-то центре, как я предполагала, он был на протяжении всей этой набережной, и он был, он шел 15 минут, даже больше, нужно, кстати, по видео посмотреть, он не заканчивался, и он с каждым разом набирал все больше и больше оборотов. В конце там просто что-то невероятное. Дисней реально отдыхал. Короче, энергия просто зашкалила. Я даже забыла желание загадать. Прикиньте, там было такое намоленное место, а я вот просто стояла как остолбеневшая. Ну, не как остолбеневшая, конечно, еще орала. Салют заканчивается, и тут все-таки начинаются все традиции. Одна из которых это прыгать через волны. Понятно, что гидрики, они подъехали прям очень близко к берегу, они никого не пускали, их было очень много вот так вот друг за другом. Спасатели со своими свисточками уже не спасались.
много кто купался, и я в том числе. Я, конечно, не умею нырять. Я понимаю, что как бы я посмотрела на людей, что нужно как бы нырнуть под воду, но я просто села на берег, подождала, пока меня пару раз накроет волной. Решила, что это засчитано, что я купалась в полночь 1 января. Вот. А еще одна из классных очень традиций, правда, у меня к ней есть пару вопросов, но все в белом, мы помним, и плюсом еще после боя курантов люди кидают в воду цветы. Для этого тоже есть свои объяснения, что вы там как бы что-то отпускаете, что-то загадываете, там вот это все. Но это так красиво, это так нежно, когда девушки во всем белом кидали там белые гладиолусы в воду. Да, супер засоряют воду. Просто валяют вот люди прыгают через волны. Да, ну как бы пляж очень грязный, честно, я не буду элитам что-то говорить, бутылки, вообще все валяется, эти цветы, шлепки, просто шлепки, это отдельная история. Там, ну, как бы приплывали просто все сандалии, все сланцы этого мира, их все поднимали поначалу, там кто-то что-то искал, потом уже все, там уже даже собралась куча, где люди просто подходили и выбирали себе какую-то обувь. Вот и все, пока я купалась, толпа уже начала потихоньку рассасываться, и вышли мы в город. Просто Атос. Такси, соответственно, не вызывается. Чтобы вызвать такси, нужно пойти куда-то там, где не перекрыты дороги. У меня голос сорван просто напрочь. Я убираю телефон, потому что это супер опасно, так что, сори, потом все расскажу. И пошли просто в сторону дома пешком. Соответственно, мы помним, что на метро дорога закрыта, такси не вызвать. Был вариант с самокатами, но у меня есть очень негативный опыт, и я максимально сопротивлялась этой идее. И поэтому мы просто шли до того момента, где нельзя уже было вызвать машину. Где наоборот можно уже было вызвать машину. И все вот люди, которые шли, они продолжали кричать, петь песни. Несмотря на то, что я ненавижу все эти громкие звуки и столпотворения, мне удалось на эту ночь сдать себя в аренду и прожить вот этот праздник жизни. Я, честно, я не представляю, что здесь происходит на карнавалы, но этой ночью это было настолько масштабно и ярко, что правда, вот этот Новый год, мне кажется, запомню на всю жизнь. Предыстория к вот этому всему видео 20-минутному, это то, что до этого я Новый год праздновала одна, несмотря там на то, что у меня в окружении было много людей, было много вариантов, с кем праздновать, но я выбирала всегда историю того, что я нахожусь одна, перехожу вот в этот год, там делаю свои ритуальчики. А здесь случилось вот как-то так, случилось абсолютно по-другому, абсолютно что-то новое для меня было, но новое — это неплохое, это вот просто такой интересный опыт, который, я уверена, что я запомню на всю жизнь, что бы ни произошло, если амнезия не случится, а так, мне кажется, я буду реально помнить это всегда. Вот, поздравляю вас всех еще раз с Новым годом, спасибо, что вы подписаны на мой канал, желаю вам в Новом году всего только самого светлого, теплого, яркого, чтобы каждый день приносил вам действительно что-то незабываемое, и на душе у вас всегда было светло, хорошо, тепло, и чтобы праздником было не только 1 января, хотя 1, наверное, уже похмелье. Ну, короче, каждый день вот празднуйте жизнь. Обнимаю вас всех и передаю привет из Рио. И пока Рио, потому что мы уезжаем отсюда, а вся история про бразильские передвижения будет в влоге про Бразилию. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока!